Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Злотный Миллион. Куда мы пришли? Мы опять пришли в мясожарку. Я ездил, сегодня воскресенье. Сегодня, кстати, всех православных поздравляю с Пасхой. Христос воскрес. Я ездил, выбирал, где покушать. В итоге мне приглянулась мясожарка. Это мясо с ребер. Кальбисаль. Я как-то остановился здесь. Думаю, почему бы нам опять не покушать мясо. Все. Так, сейчас я еще не готов, сейчас я перенесу еще палочки, приборы. Так, все. Протираем руки. Ну, как-то премиум влажная салфетка. Я сел здесь, чтобы хорошая освещенность была прямо у окошечка. Очень хороший свет. Еще раз надо проверить, чтобы меня было хорошо видно. Вот из-за этой трубы, из-за вытяжки, я думаю, хотя по-другому никак. Она должна вытягивать весь дым, понимаете? Так что вы, если что, простите. Так, значит, что получается? Всех православных с Пасхой. Одна из любимых моих кофт с Винни-Пухом. Такая мягкая, прикольная. У нас на градуснике с сегодняшнего дня, сегодня 12 апреля, у нас на градуснике 22 градуса. В следующей неделе будет вот такая погода. Все. У нас настало, в общем, лето. Так что, что я вам рассказывал? Ездил, выбирал я ресторанчик, где вкусно покушать. Хотелось, всегда охота вам показывать что-нибудь новое. Что-нибудь новое, что я еще не показывал. Слушайте, я уже просто очень много действительно что показал, и выбор все, как говорится, выбора все становится меньше и меньше. Вот. Поэтому будут повторы. Будет то, почему я уже соскучился. Знаете, что я не взял? Я не взял соль, я не взял масло. Точно. Так, мяско уже готово, в принципе. Сейчас я принесу соль, масло. Нравится. Видно? Нет. Все. Видно? Нет, сам, да. Так, все. Кунжутное масло с солью я принес. Так, пробежимся по-быстрому, как всегда. Что у нас здесь? Здесь у нас кимчи, пекинская капуста классическая. Здесь у нас
это получается, знаете, как вот под тип нашей, просто квашеная капуста, только пекинская. Вообще шедевральная. Это ботва. Ботва тоже квашеная от дайкона, от редьки. Это маринованная, кстати, в васаби. Прикольно. Редька, чеснок, листья салата. И, соответственно, мясо у нас свинина, ребрышки. Вот. Ух, от углей такой жар лютый. Макаем в маслице, добавляем чесночок, добавляем капустку, к примеру, там. Все, заворачиваем, отправляем в рот. Так, я сегодня пить не буду, потому что буквально в пятницу после работы вечером мы собирались своей командой и кушали мясо, жарили и выпивали. Причем так нормально выпивали. И потом я балбес. Сначала пили корейскую рисовую водку, вот, а потом все начало запиваться пивом. Ну и сами понимаете, с утра, в субботу, вчера, каково мне было. Так, вот, кстати, это тот момент, когда желейку нужно взять очень мягко, ее прихватив, я ее не могу прихватить. Поэтому сегодня из напитков только вот что это? Фанта корейская без сахара, ну, с заменителем. И пепси тоже с нулевым сахаром. Сейчас еду по парку, получается. Ну, сразу, конечно, ощущается вот эта тема, когда резко потеплело. И просто все вышли на улицу. И старшие, и мамочки с ребятишками. Ну, конечно, все наслаждаются такой шедевральной погодой. Потому что еще жары нету, еще просто тепло, такое приятное тепло, немного с прохладным ветерком. Ну, в общем, еще очень кайфовая погода. Еще очень погода кайфовая. Мясо шикарное. Я вот, кстати, за собой стал замечать. Раньше как-то, знаете, я любил мясо в маринаде, да? В каком-нибудь вкусном маринаде. И вот, типа, я наслаждался этим вкусом. С чем старше становлюсь, тем больше наслаждаюсь вкусом именно чистым вкусом мяса. Просто вот масло, кунжутная соль и чистое мясо, без маринада.
Мне тут встречались тоже там комментарии типа по поводу того, что в Корее невкусное мясо. Типа у нас в России типа мясо вкуснее. Не скажу, что много, но пару-тройку человек я таких видел. Что я могу сказать на это? Если вам что-то не нравится в Корее, вы всегда можете, как говорится, собрать чемодан и уехать к себе домой, наслаждаться там вкусным мясом. Вот все. На самом деле, для меня вот полнейший бред, что в Корее невкусное мясо. В Корее шикарное мясо. Просто, когда вы едите охлажденное мясо, свежее, да, и замороженное, это, конечно, небо и земля. А говядина, вот эта корейская премиальная говядина, хану, которая называется, это вообще отрыв башки. Она настолько вкусная, что я вкуснее говядины не ел, если честно. Американская говядина вот очень достойная. Вот мраморная говядина, когда ее жаришь, очень достойная. Австралийская говядина тоже неплохая. Жирненькая, вкусная такая. Но местная, вот корейская, вот эта говядина премиальная, которая, это просто отрыв башки, я говорю. Один раз стоит ее попробовать. Она, конечно, дорогая. Там что-то 100 грамм 30 баксов, что ли. Ну так, чтобы прийти покушать. Ну, очень дорого. Вот мясо там безлимитное, то есть сколько хотите вы берете. Я потихоньку нынче вот. Раз-два кусочка взял, положил. Все. Ждем, пока пожарится. Вообще, вот, допустим, я не понимаю таких людей, которые живут в Корее, ведут блог, да, свой какой-то, и начинают рассказывать всякие отвратительные штуки про Корею. Это им не нравится, там, то им не нравится, там, 5-е, 10-е. И постоянно вот у них весь контент основан на таком, что вот здесь вот это херово, это плохо, это еще что-то. Вот мне, когда я попадаюсь на такие видео, мне постоянно хочется сказать: слышь, какого хера ты тут вообще делаешь? Езжай домой, там тебе хорошо. Зачем ты тут живешь? Ты что, типа, мазохист? Зачем ты себя мучаешь? Либо они делают это просто ради хайпа, ради контента, но они столько хейта получают. Не знаю, для чего вообще это делается. Ну реально,
Если тебе что-то не нравится, да? Зачем ты живешь? Зачем ты живешь здесь? Езжай там, где тебе нравится. Езжай туда, где тебе комфортно. Правильно? Зачем мучить себя? Я вот не понимаю вот этого. То одно там у них, то другое, то еще что-то. Думаешь, боже мой, как людям тяжело живется-то, а? Я, может быть, повторюсь, но вот серьезно, у меня все, кто вот ребята были знакомые, те, кто отсюда уехал, рано или поздно все равно они хотят сюда вернуться. Вот при любом раскладе. Поначалу идет первый год, когда человек уехал туда, поначалу идет такая, знаете, как защитная реакция. То есть, ну, типа, хорошо, что я уехал, типа, у меня здесь все круто, все зашибись. Первый год. Потом все равно начинает приходить понимание того, что как бы не было там тяжко на работе, допустим, в Корее, но в Корее платят бабки. И неплохие бабки, да? Мы сейчас опять же говорим с вами про средний и ниже среднего, про рабочий класс, про работяг. Конечно, у кого все хорошо в России, тот даже не будет смотреть, наверное, такие видео, правильно? Мы с вами... Как нас назвать? Холопы? Мы с вами обычно ребята, у которых зарплата, как говорится, там не больше $3000 в месяц. Давайте вот так назовем нас. Вот. Поэтому потом все равно у человека типа начинается, как сказать, сожаление, что ли, там, может, разочарование от того, что типа он уехал из Кореи. Я про это говорю. Бывает просто, вот я раньше тоже, бывает мы даем волю своим эмоциям. В том плане, что можно где-то горячку спороть, как мы это любим, типа, сказать, типа, матом, да, мне все надоело, я ухожу, там, с той или иной работы. Конечно, вы можете уйти вот так, то есть на раз-два, да? Но каков ваш запас денег, сколько у вас? Сколько вы сможете прожить без... Вам есть куда идти на какую-то другую работу? То есть, и вот этого бывает порой человек на эмоциях не понимает, то, что у него нету еще ничего, куда бы он мог уйти. А уже он мосты все сжег. Там еще, не дай бог, нахамил начальнику, уволился. И все, типа, но он крутой. Какое-то кратковременное, может быть, моральное удовольствие это ему принесет. Но и все. А потом начнет приходить реальность. Реальность сделанного, совершенного им, да, поступка этого. Опять на работу надо, денег надо и так далее и тому подобное. Поэтому я вам говорю, вот ребятам, допустим, которым бывает порой, я знаю, бывает и нервы на пределе.
максимально старайтесь контролировать свои эмоции. Максимально контролируйте это. Это такая опасная штука. Еще я взял миска. В таких заведениях вам дается, например, там полтора или 2 часа, и вы в течение этого времени можете сколько угодно жарить мясо, кушать. Стоит такое заведение по-моему, 22 тысячи вон. Это получается 650 где-то, 650 рублей. Сейчас я наберу еще напитки. Чуть-чуть. То есть, я говорю, допустим, 650 эти рублей, да? Так, стоп. Вот я что-то заворался. Нет, 22 тысячи это совсем не 650 рублей. Это 1300 рублей. 1300 рублей. Вот. И опять же, это очень небольшие деньги. Очень небольшие деньги. Когда ты зарабатываешь $100 минимум в день, что стоит тебе даже раз в неделю сходить, например, пожарить мясо? Вообще ничего не стоит. Люди до сих пор, кто не знает Корею, до сих пор трудно понять, как здесь развита вообще вот эта тема общепита. И что одному в ресторанах питаться даже, вот серьезно, даже выгоднее, чем вы будете покупать продукты и готовить дома. Я уже лично проверил это. Одному гораздо выгоднее питаться в ресторанах. Когда у вас семья, тогда да, выгоднее готовить дома. Закупать продукты и готовить дома. Кстати, я к этому пришел, к этому выводу я пришел совсем недавно. Опять же, анализирую, почему. Видимо, потому что все-таки раньше я гораздо больше готовил дома. И не был еще настолько я привыкший, пропитанный вот этой корейской пищей. Наверное, так. Абсолютно полная прошивка корейская у меня наступила только, получается, где-то после 6 лет пребывания в Корее. Вот все уже, конкретно все. Полностью все обновление, все прошло. То есть я начал есть только корейскую пищу.
Вкуснотища. По поводу алкоголя, я говорю еще раз, это все по настроению. Хочется — пей, не хочется — не пей. Без проблем. Мне очень понравилось. Просто квашеная капустка. Еще возьму. Опять я дилетант. Опять совершил я фатальную ошибку. Я поставил свою камеру прямо на солнце. Ну и что, она перегрелась. И от перегрева вырубилась. Не знаю, что там теперь. Не знаю, что там записалось. И что там, как теперь будет. Эх. Я не думал, что настолько уже солнце печет. Через стекло еще. Хорошо, у меня была запасная батарея. Батарею поменял. Не знаю, там тот файл сохранится, нет, который записывался. Блинский. Вот дилетант. Называется Лева дилетант. Лев дилетант. Так, ну все, мяса уже достаточно, это точно. Уже и так слишком много мяса. Ну, вкусно. Речи нет. Так, про что еще хотел с вами поговорить? Как всегда, все забываешь. Пока ешь, все забываешь. По поводу, что ребята много пишут про то, что типа, ну, к примеру, человек пишет типа, мне, значит, там 50 там, или там 40 там 5 лет, значит, вот хочу что-то изменить, да, в своей жизни.
Ну, типа, стоит ли попробовать, типа, приехать в Корею и, там, ну, и начать там работать, да? Я всегда отвечаю на эту тему так. Я говорю, я лично знаю очень много ребят с африканских стран, ну, давайте так, с бедных стран, да, где доход низкий, которые в 50 лет начинали новую жизнь, приезжая сюда, в Корею, работая, зарабатывая и, ну, полностью, как говорится, меняя себя, да? Никогда не поздно. Вообще вот не существует такого возраста, когда человеку что-то поздно делать. Вообще, что это за понятие такое? Что это вот опять же рабское вот это какое-то мышление? Ты хочешь? Сила воли есть? Нету, вырабатывай. Ты хочешь что-то изменить в своей жизни? Бери, меняй. Бери и делай. Меньше языком, да, разговаривая. Бери и делай. Учись, уезжай. Пробуй, работай. Никто тебе за это не осудит и полбу не даст. А вот если ты не попробуешь, то ты потом всю жизнь себя будешь корить за это, что ты так и не попробовал. Твоя вина, твое осознание того, что только ты в этом виноват, оно тебя съест по итогу. Поэтому сегодня просто бери и делай. Подавай заявление на кету, на эту. Приезжай в Корею, дождись одобрения. Если не Корея, то есть куча других стран, где заработок гораздо выше, чем в твоей стране. Если ты действительно хочешь что-то изменить в своей жизни, не спрашивай об этом других. Это твоя жизнь. Только ты вправе решать и распоряжаться своей жизнью. Просто бери и делай. Я порой, знаете, натыкаюсь тоже на видео, такие душераздирающие видео инвалидов, людей, да, которых либо от рождения проблемы уже сразу были, либо которые там где-то в авариях там потеряли, да, допустим, свои конечности. И вот насколько у них сильно желание жить, они делают такие порой удивительные вещи. И вот такие видео меня очень мотивируют. Я сразу говорю себе, ничего себе, это человек-инвалид, он смог, а я типа здоровый, нормальный, типа, ну в смысле, здоровый человек, типа я не смогу этого сделать. Я беру и делаю. Если вы действительно сильно чего-то хотите, у вас обязательно это получится. Вы обязательно этого добьетесь и сделаете. Нет никаких преград, на самом деле. Мы сами в своей голове строим эти преграды.
по большей части. Все решаемо. Все можно решить. Все, я объелся. Блин, капуста топовая. Очень, кстати, очень классное заведение. В том плане, что вот, ну, одному, допустим, одного меня без проблем пустили. Обычно у них там начинаются какие-то вопросы. Либо чуть больше платишь. Здесь вообще без проблем. Мяско на гриле, на углях. Шедеврально. С вами был Злотник Леон. Всех обнимаю. Всем большого крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких. Оставайтесь с людьми. Несите добро. Несите добро в этот мир. Пока-пока.